Bakma bu Melike işinde biz gayet iyi bir ikili olduk. Babalık davası için test ya da gebelik. Tamam, Melike'ninki hangisi? Siz benim ailemsiniz ama Aslı da benim ailem artık. O zaman bir seçim yapman gerekecek. Ben ailemi bıraktım, sana geldim. Siz demediniz mi ayır bunları diye? Ben sizin kızınızla evlenmeyeceğim. Bana bak Züppe, ben senin kurduğun oyunu senin başına yıkarım. Ne istiyorsun sen yine? O oğlunuza söyleyin, benim kızımın peşini bıraksın. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Узнают ли Арас и Аслы, что Мелике не настоящая мать Рейхан? Выяснится ли, что мать Мелике – Хюлья? Почему Рейхан выберет Аслы, когда Фиген вынудит Рейхан сделать выбор? Узнают ли Аслы, что Арас сотрудничал с Хюльей, чтобы обеспечить ее разрыв с Эмре? Скажет ли Арас Хюлье, что не женится на Аслы, и они поссорятся? Почему Мурат разозлился на Араса и его семью? Зарождаются ли отношения между Муратом и дочерью Метина, Бирджик? Что произойдет, когда Хюлья, после заявления Араса о том, что она не выйдет замуж за твою дочь, пойдет к Фиген и скажет ей, чтобы она передала сыну, чтобы тот перестал следить за моей дочерью? Что произойдет, когда Аслы расскажет Рейхан о том, что произошло между ней и Арасом? Почему Рейхан Ханем противится прошлым отношениям Араса с Мелике, а теперь и с Аслы? Будет ли Аслы трудно жить с Рейхан Ханем? Будет ли Рейхан Ханем оскорблена заявлением Аслы о том, что Рейхан Ханем ненормальная? Фиген Ханем все это устроила, чтобы заставить Аслы отдалиться от него. В этой серии «Тайны прошлого», тяжесть любви и невидимые стены, которые семьи возводят между собой, станут еще более очевидными в сериале «Черпынты». Потрясение, с которым столкнутся Арас и Аслы, потрясет не только их отношения, но и все семьи, став поворотным моментом, который потрясет их. В каждой сцене один узел будет распутываться, другой – выходить наружу, скрытые истины о прошлом Мелике, в частности, перепишут судьбу каждого. Арас и Аслы узнают, что Мелике не родная дочь Рейхан Ханем. Список, который Мелике получила за 6 месяцев до своей смерти, попадет в руки Араса. Сначала он подумывает использовать его как рычаг давления, но внутренний конфликт становится очевидным на глазах у Аслы. Узнав эту тайну, Аслы начинает сомневаться в своем доверии к Рейхан Ханем. Чувствуя, что ничего из того, что ты мне рассказывала все эти годы, не было правдой, она замкнется в себе, разрываясь между сердцем и разумом. Правда о том, что мать Мелике, Хюлья Ханем, откроется, и это знание создаст трещину не только в жизни Аслы, но и в жизни Араса. Этот секрет, который Хюлья Ханем хранила годами, разрушит равновесие между Фиген Ханем и Рейхан Ханем. Фиген Ханем поставит Рейхан Ханем перед выбором. Слова «либо защити Аслы, либо свою семью» эхом отзовутся в ушах Рейхан Ханем. Столкнувшись с этим давлением, Рейхан Ханем инстинктивно выберет Аслы. Чувствуя, что в прошлом не смог защитить Мелике, он не может позволить себе потерять Аслы. Чувство вины Рейхан Ханем на этот раз еще сильнее привяжет ее к Аслы, и их давняя дружба с Фиген Ханем сменится холодной враждебностью. Аслы узнает, что Арас сотрудничал с Хюльей Ханем и стал причиной раздора между Аслы и Эмре. Узнав эту правду, Аслы окончательно разрушит доверие к Арасу. «Ты что, обратился ко мне только для того, чтобы манипулировать мной?» Спросит она, но вместо того, чтобы рассказать Арасу, предпочтет уйти. Совесть Араса впервые столкнется с таким тяжким испытанием. Он будет разрываться между преданностью Хюлье Ханем и любовью к Аслы. Когда Арас говорит Хюлье Ханем, что не женится на Аслы, между ними разгорается серьезный спор. Узнав о решении сына, Хюлье Ханем давит на него, говоря, думая о семье, а не об этой девушке. Но Арас больше не будет жить под этой властью. Каждый шаг Араса будет рушить планы Хюльи Ханем, ставя связь между матерью и сыном на грань краха. Мурат выразит свой гнев по отношению к Арасу и его семье через накопившуюся обиду. Корень этого гнева кроется в несправедливости, которую семья пережила много лет назад. Тот факт, что отец Араса бросил семью Мурата в тяжелом положении, сегодня всплывет на поверхность, и желание Мурата отомстить усилится. Поэтому он постепенно разработает план против Араса. Между Бериджик, дочерью Метин Бея, и Муратом постепенно начнется сближение.
Поначалу эти отношения будут казаться случайными, но на самом деле обе стороны найдут убежище в ранах друг друга. Мурат, цепляющийся за Бериджик, чтобы сбежать от тьмы прошлого, и Бериджик, находящая утешение в Мурате, чтобы избежать давления семьи, со временем углубят их отношения. После высказывания Араса «Я не женюсь на Аслы», Хюлья Ханем подойдет к Фиген Ханем и скажет: «Передай сыну, чтобы перестал добиваться моей дочери». Эта вспышка гнева разожжет ожесточенную войну между двумя семьями. Фиген Ханем, не в силах сдержать гнев, вызванный этим заявлением, отказывается отступать, заявляя: «Ваша дочь ухаживает за этим парнем, а вы этого не замечаете». Эти слова вынесут наружу соперничество, которое женщины скрывали годами. Аслы расскажет Рейхан Ханем о своих отношениях с Арасом. Рейхан Ханем будет одновременно шокирована и разгневана этим признанием. Эмоциональное потрясение Араса, как и в случае с Мелике, вернет Рейхан Ханем в прошлое. Она попытается защитить Аслы, сказав: «История не повторится», но на этот раз не сможет сдержаться. Рейхан Ханем будет яростно противиться близости Араса с Мелике, а теперь и с Аслы. Ее гнев на Араса после смерти Мелике никогда не утихнет. Рейхан Ханем, которая помнит события того времени как трагедию, будет бояться, что Аслы тоже пострадает. Аслы будет тяжело жить с Рейхан Ханем. Давление Рейхан Ханем, ее стремление защитить ее и шрамы прошлого будут душить Аслы. Хотя она не говорит: «Ты видишь во мне пленницу, а не мать», она будет глубоко переживать это чувство. Рейхан Ханем будет глубоко ранена этой ситуацией, но страх потерять Аслы возобладает. Заявление Аслы: «Рейхан Ханем ненормальная», глубоко ранит Рейхан Ханем. Это заявление станет выражением душевных ран, которые Рейхан Ханем скрывала годами. Рейхан Ханем, которая до этого молчала, впервые не сможет контролировать свои эмоции. В конце концов, выяснится, что Фиген Ханем тайно организовала все эти события. Цель Фиген Ханем – отдалить Рейхан Ханем от Аслы. Таким образом, она изолирует Рейхан Ханем и попытается свести прошлые счеты. В этот период, когда все отвернулись друг от друга, самый большой конфликт развернется между Рейхан Ханем и Фиген Ханем. Отношения Аслы и Араса перестанут быть просто историей любви, они станут поворотным моментом, в котором каждая семья столкнется со своим прошлым. В этой серии каждый столкнется со своей правдой, но станет ясно, что никто из них не сможет с ней справиться. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своими ценными отзывами в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.